Здорово, ребята, сегодняшнее видео про 2048. Где второе видео про машину Enigma? Ты обещал нам! Честно говоря, меня это не волновало. Так что если вы хотите увидеть это, оставьте комментарий снизу. Но я больше хотел сделать это, поэтому я сделал это. С этим разобрались, давайте поговорим про 2048. Я уверен, что вы знаете, что здесь вы просто перемещаете плитки вокруг и достигаете цели и все такое. Так что нам нужно получить 2048. Давайте достанем до звезд и получим 2048. Хорошо, давайте начнем. Все как всегда. В первую очередь нам нужно создать игру. Для начала давайте получим квадраты на экране. Когда новая плитка создана, есть вероятность 90%, что это двойка, и 10% шанс, что это 4. Окей, бум! Да! Получили квадраты на экране. Старайтесь не слишком подписываться, кнопка может выдержать столько унижений. Нужно получить настоящий игровой процесс, поэтому я создал игру, которая содержит все плитки. Я называю их плитки. Когда игра запускается, у нее есть две плитки и случайные позиции. Давайте добавим движение. В 2048 вы можете двигаться в 4 направлениях. Каждая плитка двигается, пока она не ударяется о стенку или другую плитку. Если сталкиваются два одинаковых блока, они быстро танцуют фьюжн и создают новую плитку с удвоенным значением. Окей, поехали, это должно работать. Теперь посмотрим, что происходит, когда мы нажимаем стрелку вверх. Они пропали. Давай попробуем еще раз. Да, они пропали. Прекрасно. Окей, нам надо починить это. Прямо здесь, да. Да, это все еще неправильно, но мы добираемся до цели. Так что проблема в том, что нам нужно получить правильный порядок, в котором мы перемещаем плитки вверх. Итак, сначала нам нужно двигать ближайшие к верху. Позвольте мне объяснить. Итак, у нас есть две плитки типа этих. Если мы переместим сначала нижнюю, она будет двигаться вверх одну клетку и остановится, потому что попадает в другую плитку. Затем верхняя плитка двигается до вершины, поэтому сначала нужно переместить верхнюю плитку. Окей, готовы? Ждали этого? О, да! Вот как это работает, детка. Ну все, успокойся. Теперь нам нужно добавить новую плитку каждый раз, когда игрок двигает. Это оказалось намного сложнее, но я понял. Так что да, каждый раз при перемещении добавляется новая плитка. Фантастика. Но это еще далеко от игры 2048, которую мы знаем и любим, потому что нам нужно реализовать слияние. На самом деле не все так сложно, поэтому вот она. Теперь игра готова, но она все равно похожа на говно. Все движения выглядят ужасно и блоки одного цвета, так что нужно сделать ее немного красивее. Я изменил это, и я очень счастлив, что она стала довольно-таки сексуальной. Теперь это игра Джон, и давайте сделаем искусственный интеллект. Первое поколение готово, и проблема сразу стала очевидной. В 2048 вы можете дойти довольно-таки далеко, просто нажимая случайные клавиши. Эволюция намного сложнее, потому что ужасные ходы не умирают, ведь разница между случайными движениями и умными очень мала. Поэтому появилась стратегия нажатия левой кнопки. Если не могут влево, то вверх. Если они не могут вверх, то вниз. Ты меня понял, это несложно. На самом деле тактика была довольно успешной и достигла 512 в первом поколении. Но третье поколение появилось с той же тактикой, только двигалось вправо вместо влево, и была более успешной, и достигла плитки 1024. После этого я был уверен, что мы сможем достичь плитки 2048 в кратчайшие сроки. Ну да ладно. Следующих улучшений не было до 29-го поколения. Оно просто стало немного лучше, потому что снова зашло немного дальше плитки 1024. Поэтому я позволил ей работать еще немного, потом еще немного, а потом еще немного. Следующего улучшения не было до поколения 247. Была очевидна проблема для нейроэволюции. Она требует постепенного увеличения с течением времени. Представьте это как шаг ребенка. Это не похоже на это. Оно больше похоже на стероидные детские шаги. Но в любом случае я попытался написать еще несколько раз с разными значениями, но все они имели одинаковый результат. Так что я подумал, что это не было лучшим решением проблемы, но ты меня знаешь, я никогда не сдамся, я буду работать, пока не сдохну. Когда дела идут тяжело, встань и попробуй что-нибудь еще. Да, я сдался. Мы не все идеальны, но не волнуйся. Цель 2048, и будь я проклят, если этого не случится.
Я много раз пробовал более классический подход к искусственному интеллекту. И теперь фантазии о нейронной эволюции просто классические алгоритмы поиска. Воу, я знаю, что слово алгоритм пугает тебя, ребят, потому что тогда вы думаете, это не ИИ. Каждый имеет право на свое мнение, но не все мнения верны. Окей, сейчас не все в порядке, поэтому сначала мне нужно познакомить вас с концепцией игры. Состояние игры — это моменты времени для игры типа этой или этой. Что ж, мой алгоритм будет начинать с текущего состояния игры и строить все возможные игровые состояния, к которым можно прийти от этого, учитывая все возможные ходы и случайность появления плитки. Томас просчитывает на 5 шагов вперед все возможные состояния игры, затем находит лучшие, потом делает нужные движения. Интересный момент связан с тем, как определить, какое состояние игры лучше всего. Для этого мы создаем функцию, которая вычисляет одно число, которое описывает состояние в игре. К примеру, состояние в игре, при котором ты умрешь, имеет значение 0, и состояние, в котором ты достигнешь 1024, имеет значение типа 1000. У вас может возникнуть соблазн просто использовать счет в качестве игрового значения, однако есть проблема с этим. Значение каждого игрового состояния не учитывает потенциал этого игрового состояния, рассматривая эти два игровых состояния. Тот, что справа, лучше, поскольку в нем есть две самые большие плитки рядом друг с другом, поэтому функция ценности должна учитывать смежные блоки одного и того же размера. Одной финальной штукой, которую я добавил перед запуском, была стратегия удерживать самый большой блок в углу, и рядом с ним следующий самый большой. Таким образом, новые блоки появляются подальше от больших. Это в основном отделяет большие блоки от маленьких, поэтому мы даем повышение значения для получения состояний, у которых самая большая плитка находится слева вверху. Хорошо, давайте посмотрим, сможет ли он это сделать. Да, Томми проблемный ребенок. Я не думаю, что он умрет. Да, он умер. Фантастика. Это потому, что ты удерживал левый верх, Томми. Да, 512. Расчисти путь там. Ты так же плох, как и постоянное нажатие влево. Это на самом деле довольно напряженно. О да, боже мой, мы близки! Томми, держи это вверху слева, у тебя отлично получается. О боже, нет! Томми, нет! Ты меня смущаешь. Хорошо, Томас. Эта попытка будет успешной. Томас, отстой. Честно говоря, мне хватает и этого проекта, поэтому мы будем сидеть и ждать, пока Томас не выиграет. Томас, ты так близко. Томас, ты тупой ублюдок. Пока мы ждем, как Томас выиграет, я теперь в Твиттере. Я, правда, не знаю, что там делать, но я там. Томми, нет! Каждый гребаный рад. Еще один раз. Томми, сделай это! Да, наконец-то! Так много! Он сделал это! Я могу идти спать. Красиво, он просто удерживает, окей, не удерживает. Он умер. Хорошо поработал, Томми, хорошо поработал.